Приветствую всех на канале. Вот такой Volkswagen E-Bora к нам приехала. Это автомобиль из Китая. И что-то последнее время они к нам зачастили. Это уже третий автомобиль с ошибкой по сопротивлению изоляции. Здесь подкапотка абсолютно такая же, как на E-Golf. Ничем не отличается. Вот насчет батареи разница есть. Батарейка немножко другая. И это уже третий автомобиль, который к нам приезжает с такой механикой. Первый автомобиль это был E-Taro, потом E-Bora. В первом случае, во втором случае в первом случае была проблема по хитеру, заменили хитер. Во втором случае автомобиль у нас еще стоит, там есть проблема по модулю батареи. И вот сейчас третий автомобиль и диагностируем, смотрим, что же здесь за проблема. А вот такой неприятный сюрприз могут ожидать владельцы одного из именитых брендов автопроизводителей, которые выпускают в том числе электромобили в виде раздутого элемента. Это у нас один элемент и это второй элемент спаренный, но это с разных машин. И у обоих машин пробег около 5000 километров. И на обоих были ошибки по сопротивлению изоляции. На одном вскрыли вот такая вот ситуация, и хорошо, что этот элемент не замкнуло и машина не сгорела. Потек электролит и начал закорачивать на корпус. В этом элементе, в этом модуле элемент не видно, что вздулся, но тоже электролит потек, и такая же точно ситуация. А что конкретно это за элементы, какого производителя и что за автомобиль, как-нибудь позже сделаю видео, когда мы закончим этот автомобиль, и покажу. Поэтому, если кому интересно, подписывайтесь на канал и узнаете много интересного по электромобилям. И вот что у нас по факту с сопротивлением. 670 кОм и 290 кОм. И, естественно, статус у нас ошибка. При этом машина сейчас у нас не запущена, а просто включено зажигание. Значит, у нас проблема не вне батареи, а внутри самой батареи. А это уже печально может закончиться, как и вторая машина, которая у нас до сих пор стоит, и необходимо там менять один из модулей. В общем, будем согласовывать с клиентами снятие батареи и диагностику батареи. Вот это у нас уже стоит одна батарейка с E-Bora, и на ней тоже есть проблема по сопротивлению изоляции. И всего лишь навсего потек один из модулей. А вот как раз как выглядит этот потекший модуль. Вот видны потеки. Естественно, они коротят через вот этот электролит, коротят на корпус. И у нас проблема по сопротивлению изоляции. Есть такие модули. В Китае стоят без доставки в районе $1500, плюс доставка. Но почему-то китайцы не очень сильно хотят их отправлять. В общем, вот такая вот проблема. И печальная ситуация. Если это будет систематично, то машина будет не совсем ликвидная. Но посмотрим, как будет это в будущем. У машины пробег 5134 километра. И в целом салон достаточно интересный. Лакированный пластик и дисплей. И если не присматриваться, то он как одно целое идет. Но если не трогать вот этот пластик, дубовый, как не знаю что, как на самой дешевой китайской машине. И здесь тоже пластик дубовый, здесь уже мягкий. То есть если не трогать пластик, то в принципе машина интересная. Здесь даже еще пленка не снята вокруг кулисы, но уже есть проблема с сопротивлением изоляции. Вот такой вот он народный автомобиль. Китайский народный автомобиль. Вскрыли крышку, вот она лежит. И сейчас будем искать, где у нас дефект. В той батарее, которая вон лежит, и модуль там отдельно у нас в ящике, был потекший этот модуль. И сейчас промеряем сопротивление и посмотрим, что у нас сейчас. Этот же модуль или вообще может быть проблема не с модулем. И посмотрим, это системная какая-то болезнь или это все каждый частный случай и каждая отдельная поломка. Это уникально для этого автомобиля. Крепление модулей, прямо на модуль. О, уже что-то. 300 килоом. Уже что-то. А на вторую стань? А там 600 было. Тут больше должно быть.
О, 80. О, как мне это нравится. Все понятно. А хорошо, напряжение промеряй. Да на корпус. 250 вольт, Нихуя себе. 117 вольт. Ну, нужно оценить БМС, чтобы она не измеряла сопротивление, и тогда будет более... Ну, понятно, что Честно надо всё. разбирать. Так, локализовали, какой модуль у нас коротит. И вот можно обратить внимание, что здесь какая-то жижа. И когда сняли крышку, был запах такой электролита. И сейчас снимаем этот модуль. В тот раз на той батарее потекший был этот модуль. Здесь соседний. То есть, к сожалению, это получается систематическая болезнь у этих элементов, что они текут. И, кстати говоря, вон видно, что элемент просто его раздуло. И вот течь электролита. Да. Все, теперь его нужно снимать, вскрывать там всё. и смотреть. На всякий случай уточню, что здесь элементы стоят катл. Электролит выше везде. Да, и везде электролит. Вот такая вот ситуация. Нового автомобиля уже проблема за проблемой. А с этой стороны все очень даже красиво. Здесь они идут 2 последовательных соединения, вернее 2 параллельных соединения. Раз, два, да, по 2 последовательных соединения. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 последовательных. В формула модуля 2P, 6S. 2, 3, 4, 5, 6. Элементы призматики. И, к сожалению, все очень красиво, но что-то пошло не так. Volkswagen Jetaru и ее батарейка. Кстати, батарейка очень сильно похожа на E-Boru. Это у нас Jetaru, но она отличается от E-Golf. По крайней мере, здесь вот БМС стоит с блоком контакторов, и провода сбоку идут. И модули здесь металлические. Это машина 2020 года. При том, что форма крышки очень похожа, в виде самолетика сделана. Но в Jetaru корпуса алюминиевые. Похожи, кстати, на Volkswagen, на Audi e-tron. Нет, похожи, да не такие. Там немножко по-другому было все. И на Jetaru блок контакторов находится сверху, в отличие от E-Golf. Не знаю, почему они так решили сделать, но сделали. Но в данном случае машина пришла. Здесь, видимо, что-то такое было, что здесь наплавлено на конденсаторе. Здесь перемычка наплавлена, и вообще она сама по себе как будто бы после какого-то взрыва. Подплавленные провода. Здесь какой-то налет. В общем, что-то здесь было такое не очень приятное. Здесь, естественно, запах горелого. В данном случае машина к нам приехала с тем, что у нее ошибка по плюсовому контактору. Но контакторы проверили, все с ними нормально. А Volkswagen E-Bora, вот это, кстати, крышка с Volkswagen E-Golf. Она визуально очень сильно похожа на E-Boru. А это батарейка с E-Bory. Здесь проблема в том, что ошибка по сопротивлению изоляции. И, кстати, элементы такие же, как на Jetaru Volkswagen. Но здесь другая проблема. Сейчас я ее покажу. Так, вот у нас снят этот блок контакторов. Здесь он видно, что он чистенький, красивенький, в отличие от Jetaru. И здесь снятый модуль лежит. Первоначально приехала ошибка по контактору, но когда сняли и разобрали, была еще проблема по сопротивлению изоляции. И вот здесь видно, что какой-то элемент потек. Машина у нас какого она года? Батарея 19 года, машина 20 года. В общем, непонятно, что произошло, почему элемент за 2 года потек. На Jetaru у нас тоже стоят элементы катл. И выпуск непонятно какой. Год выпуска неизвестен.
Короче говоря, европейский Volkswagen и китайский Volkswagen очень много разного. Они не подходят друг к другу. Несмотря на то, что завезли таких автомобилей достаточно много, но запасных частей на них нет. Никому не интересно заниматься запчастями. Но нам в этом смысле повезло, и мы смогли купить такую батарею на запчасти. И сейчас проверим, что у них там по емкости. И если они будут подходить друг к другу, то соберем эти два автомобиля. Первую батарею уже собрали. Осталось тут немножко докрутить ее, и можно будет ставить крышку на автомобиль. И ожидаем вторую батарею на сборку. И вот наш модуль, который я уже, в принципе, показывал. Потекший слегка. И вторая батарея собирается. Ее уже подкидывали на автомобиль. Нормально все работает. И сейчас уже склеили ее, поставим и сделаем тестовый выезд. На первом автомобиле не катался, потому что проблема была с батареей. Не обязательно было тест-драйв делать. А на этом проедусь. И посмотрим, что у нас будет. Пробег на автомобиле 5132 километра. И уже успели отремонтировать батарейку. И это на двух автомобилях подряд. Вот такая вот интересная тенденция. Есть много разных сервисов, и к нам попало два. Я представляю, сколько вообще таких автомобилей бывает попадает. Не бывает же такого совпадения, что именно к нам попало два автомобиля с таким маленьким пробегом. Надеюсь, конечно, что это случайность, но иначе, конечно, такой неприятный момент. На 5000 уже отремонтировать батарею. Если автомобиль на гарантии и привезен официально, то, конечно, это было бы, то ремонт был бы на плечах дилера. А так приходится владельцу платить за этот ремонт. Долго ждали модули, и из-за того, что этих модулей нету, пришлось покупать батарею в сборе и разукомплектовать ее для запчастей. Поэтому у нас сейчас запчасть есть. Если вдруг кому-то понадобится такой модуль, то обращайтесь. Пока что они есть. Вся батарея минус 2 элемента. В общем, вот такое вот было видео. Можете сейчас начать в комментариях писать, какие электромобили плохие, ломаются. Но это же не все электромобили, которые ездят по Украине, по Европе, они ломаются. На сервис приезжают автомобили только поломанные. А те, которые ездят и не ломаются, как правило, сервис объезжают. Но на фоне того количества автомобилей, которое было привезено, я думаю, два поломанных автомобиля это не сильно много. В общем, такое вот было видео. Если кому нравится, либо наоборот не нравится. Я, кстати, заметил, что видео на канале смотрят либо те, кто любят электромобили, либо те, кто их ненавидят. И пишут в комментариях о том, что какие электромобили плохие, что лучше ездить на старых надежных дизелях и бензиновых моторах. Но, как правило, оказывается, что они тоже в последнее время немножко уступают в надежности автомобилям 90-х либо 2000-х годов. К сожалению, вот такая вот тенденция. Не успел я доделать это видео, как приехал E-Golf с ошибкой по сопротивлению изоляции. И тоже в батарее. Не буду делать отдельным видео, просто вставлю в это. Очередной Volkswagen и тоже с ошибкой по сопротивлению изоляции. 90 килоом. Вот так вот ВАГ. 3 подряд машины. Ладно, на первые две были китайские. А это уже все-таки E-Golf. И это европеец. Батарейки, кстати, корейского производства Samsung. Это не китайский тафель. Но и здесь почему-то что-то пошло не так. Теперь нужно будет разобраться, где конкретно проблема. Разрядили конденсаторы. Так, нужно будет разобраться, где конкретно проблема. И смотреть, неужели здесь такие же сюрпризы, как и на китайских автомобилях. До этого, кстати говоря, на E-Golf'ах с такими проблемами не сталкивались. Были проблемы с БМС-ками, были проблемы с контакторами. Но так, чтобы проблема была с сопротивлением изоляции, еще не сталкивались. Да, в батарее
Так, сейчас будем искать. А ну напряжение меряй. Напряжение нормальное. Нет, напряжение относительно массы. 36 вольт, А сюда? 285. То есть ближе к этому 36. Это вот пошел. Вот этот модуль. Дальше. Вот сюда он пошел, да. Вот. Дальше он пошел. Пошел вот сюда. Сейчас будем тут. Вот отсюда. Дальше пошло сюда, наверное, где-то близко к этим модулям. А ну померяй сюда. Сейчас я ковырял. Зачем ковырялка? Не нужна ковырялка. Держи. Скорее всего, в этом модуле. Либо здесь, либо... Так, 14 вольт. Уже меньше. И следующий здесь уже не добраться. Надо вот эту железку откидывать. Да, надо будет снять вот это крепление и прозвонить. Скорее всего, какой-то из этих модулей. И самое примечательное, что на тех батареях у нас тоже были проблемы с задними модулями. Вот так вот. Они на боку стоят, да. Угу. Из-за этого. Так, а что у нас здесь по напряжению? Здесь у нас уже 153 вольта. Вот здесь можем... Максимум, что мы можем достать это. Оно под углом идет. Да, не влезет. Так, крючком. Короче, нужно включать эту крышку и дальше смотреть. И посмотрим, случайность это или нет. Походу, это какая-то система. Ну, сколько у нас уже было гольфов, и так что подряд 3 Volkswagen были с ошибками по сопротивлению изоляции. Ну, они не подряд, они только выехали просто. Так их еще не забрали. В общем, проверили эти модули, и как оказалось, что зря панику поднимал. Здесь проблема не в модулях, в том, что они взорвались, а проблема была именно вот в этой плате BMB. На ней пробила супрессор и пробила оптопару. После замены все стало нормально, непонятно, почему это пробило, но тем не менее. В общем, все-таки европейский вариант Volkswagen это не китайский вариант, поэтому поспешил ругать европейский Volkswagen, но имеем, что имеем. И сейчас это все будем собирать на место, посмотрим, чтобы не было ошибки по сопротивлению изоляции, соберем батарею и будем выпускать автомобиль. Вот так вот, одна и та же марка, но проблемы абсолютно разные и на разных пробегах. Кстати говоря, пробег на этом автомобиле скажу чуть позже. Не сказал самое важное. Не забывайте поддерживать ЗСУ. Только благодаря им мы живем в относительном спокойствии. Бывает, конечно, сбитые российские ракеты и иранские дроны падают на жилые дома. И в одном таком попадании обломков в жилой дом в Киеве погибла племянница нашего сотрудника. Царствие небесное всем погибшим от рук террористического государства Россия. А всем, кто пишет, что мой канал технический и не стоит лезть в политику, хочу послать за вашим крейсером Москва. А всем понимающим, что происходит, хочу пожелать мирного неба и до скорых встреч!